Какая мысль о тебе буквально сводит его с ума? Общий расклад Таро на мужчину, на любовь, на отношения, мысли, чувства, планы и действия. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы посмотрим, какая мысль о вас буквально сводит с ума загаданного мужчину. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И по традиции мы начнем с вами наше онлайн-гадание, что посмотрим ситуацию, которая происходит между вами на здесь и сейчас. У вас что-то новое начинается, с одной стороны, но то, что новое начинается, да, и у вас хороший шанс начать новое, но оно происходит, знаете, на фоне какого-то хаоса, неконтролируемого и, возможно, даже безумия. И вот здесь это первая карта, которая может говорить о том, что что-то сводит его с ума. Смотрите. Здесь карта всегда возможностей и ключ в руках. Первое, что я вам могу сказать, что первая мысль, которая его сводит с ума, и сразу первая карта, да, как бы падает дурак или сумасшедший, да. Действительно, возможно, ваш партнер, мужчина, да, он выглядит как сумасшедший, но, во-первых, он хочет контролировать ситуацию. Это раз, ключ. Он хочет управлять ситуацией, и он хочет использовать возможности. Но давайте посмотрим, какая именно мысль сводит его с ума. Все, что вокруг дурака, будет сводить его с ума, да. Ну, смотрите, мысль, которая сводит его с ума, мысль номер один, да, самая первая мысль, это сможете ли вы подстраиваться под него. Я скажу сейчас немножечко такую, может быть, не очень красивую фразу «унижаться», да. Ну, может быть, его сводит с ума мысль, что вы не хотите выполнять его требования. И вот смотрите, он здесь вот сходит с ума в этой карте, а это мысль, да. То есть вы, в принципе, по идее, должны стать меньше, чтобы пройти в эту дверь. То есть, по сути, его сводит с ума первая мысль, что вы для себя свою самооценку сохраняете и стараетесь быть не хуже его, при этом не теряя своего. Вот услышьте это. Интересно. Давайте еще посмотрим. Мы сразу, видите, первая карта выпала сумасшествие или дурак, да, и сразу дает нам ответ. Но давайте посмотрим еще немножечко, да. Еще немножко посмотрим. Есть у него сомнения. И у него, знаете, еще такие сомнения, что вы за него не держитесь. Вы за него не держитесь, ваша самооценка высокая, завышенная. Ну, она не завышенная, это для него она завышенная. А для вас она высокая и такая, как надо. Но его сводит с ума, что вы за него не держитесь. И он сомневается в том, что, возможно, он скажет «я пошел», а вы скажете «иди». Вот это его сводит с ума. То есть вы за него не цепляетесь. Хорошо. В чем сомневается? Давайте еще посмотрим. Ну и такая ситуация, вроде бы вы как то, что происходит между вами сейчас, похоже на то, что он начал себя вести как-то по-своему, да, ведь нижняя карта как бы показывает, что он начал задавать темп, да, варить воду, устанавливать свои правила, а вы такие подумали. Да нафиг оно мне надо, пусть идет куда хочет. И такая, иди себе, да, иди, и лети себе, мой голубь белокрылый, да, печальный знак вопроса, да. А давайте, в чем он сомневается еще? В чем он еще сомневается? Но он сомневается в том, что вы можете радоваться жизни, и он вообще сейчас сомневается, что все может пойти по лучшему сценарию, да, то есть в солнце он сомневается.
Ну и также он может сомневаться в вопросе о детях. То есть вопрос о детях, и видите, королева жезлов, то есть ваш статус как жены здесь под вопросом, да, и если вы хотите детей, то он может их не хотеть. Если у вас есть дети, да, то они могут ему мешать и так далее, да, то есть вот этот детский вопрос, он у вас под сомнением, он ему, ставит его в какую-то тупиковую ситуацию, да, или доводит до безумия. Дети играют какую-то роль в этих отношениях, но центральная карта у нас семерка пентаклей, и центральная карта говорит о том, что его сомнения в том, что вы за него держитесь, задают темп этой ситуации. Ну и смотрите, он действительно как будто бы намеревается уйти. И такое ощущение, что вы, хорошо подумав, что вы ничего не теряете, как будто бы вы его выталкиваете, да, вытесняете из своего пространства. И вот это, то, что он как бы ушел не прощаясь, вроде бы как, но дверью не хлопнул. Смотрите, двери-то не закрытые. Ситуация такая, что был шанс и есть шанс, дурак, но его безумное поведение поставило вас, в условия, где вы должны думать хорошо, и ваши сомнения плюс его сомнения в том, что все будет хорошо, вытесняют его из вашего пространства. Вот так вот. То есть сейчас может быть непонятно, конец или пауза, пока давайте скажем, что это как бы выглядит, как будто бы конец. Выглядит, да, 8 кубков, это же мужчина уходит. А давайте посмотрим и спросим, как высшие силы видят? Это конец или пауза, да, вот по мнению высших сил, по мнению духа, да, давайте пусть это будет мнение духа, по мнению высших сил. Это отшельник. Но пока карты говорят, как минимум, здесь такая прочная пауза, и вам торопиться быть вместе пока не надо. То есть было бы и неплохо, то есть если вы сейчас не вместе, то это пойдет обоим на пользу. По мнению высших сил, это вот такой вот как бы месседж вам в этой ситуации, особенно если у вас сейчас непонятно конец или пауза. Окей. Хорошо, давайте теперь еще посмотрим. Коль уж у нас вокруг дурака все мысли, которые сводят его с ума, там еще у нас будет рыцарь мечей, если будет попадаться, это тоже до безумия. Паш мечей тоже до безумия. Король мечей может говорить об этом. И посмотрим, какие еще карты здесь будут фонить. Вторая мысль, которая сводит его с ума. Следующая карта. Да, он не хочет, чтобы вы владели инициативой, не видит вас пока женой. И вопрос того, что вы будете женой и управлять им, забирая у него ключи от его реальности, это сводит его с ума. То есть, смотрите, вопрос вашей самооценки, учитывая эту карту по королеве жезлов, вы очень хорошо управляете реальностью, между прочим. То есть, энергии у вас должно быть за горизонт. Учитывая то, что здесь есть солнце и королева жезлов, я могу предположить, что по характеру вы как женщина, скорее всего, такая боевая, да, активная, больше инициативная. Скорее всего, это Овен особенно, да. Может быть, Стрелец, может быть и Лев, да, вот такие вот именно огненные черты. Но может быть еще и воздушные, хотя воздуха тут еще пока ни одной карты и не выпало, в принципе. Но просто воздух и огонь, они союзные карты, да. Хорошо, союзные стихии. Давайте посмотрим. Вот помимо того, что его это сводит с ума, что вы можете перехватить инициативу и контролировать какой-то процесс, от чего он не отступится, вот за что он зацепился, да, и на что он, в чем он не изменится, в чем он не поменяет свою точку зрения, да, вот в ситуации. Его точка зрения, которую он не поменяет, да, или
Ситуацию, в которую он не поменяет. Ну, знаете, он, король мечей выпадает, кстати, он не перестанет сходить с ума, это раз. Ну, король мечей – это вообще психопатия, да, она символизирует эта карта психопата иногда. Но смотрите, он будет как бы сохранять позицию такую: я доктор, потому что я первый одел белый халат, а ты болеешь, типа ты мой пациент, поэтому лечить он будет вас, а вы его лечить не сможете, потому что он не поменяет свою позицию, что я доктор, а ты пациент. Понимаете, да? То есть я главный, я лидер, я вот, как я сказал, то есть он свои правила будет вам навязывать. А когда вы будете свои правила пытаться навязывать, да, слышите, навязывать, он будет навязывать. А если вы будете пытаться навязывать, то это будет его только сильнее разъярять. Да, король мечей – это такая напряженная карта, но она максимально хранит структуру. Поэтому вот именно он не изменится в своей позиции, что я главный, я хозяин, я властелин колец, условно говоря. Да. В чем вам действительно нужно сомневаться в этих отношениях? Давайте ваши сомнения посмотрим. Вам сомневаться. Ну, смотрите, вам нельзя переоценивать свои возможности. Но, здесь же такое еще. Во-первых, маг – это я все могу, да? И это касается вас. То есть, смотрите, не переоцените своих возможностей. Но, опять-таки, переоценивая его возможности, вы недооцениваете свои. И здесь где-то должен быть баланс. Поэтому сомневайтесь в том, что вы все сможете. Это касается именно этой ситуации в ваших отношениях. Но не недооценивайте его. Вот так. Не недооценивайте. Но давайте и не переоценивайте, да, то есть вам нужен какой-то компромисс в его оценке и действительно в своей оценке, а учитывая то, что у вас оценка действительно не низкая, да, где-то должен быть компромисс, и я бы отдал его все-таки в сторону мужчины, да, вот, потому что это больше мужская карта. Хорошо. Какой он видит вас сейчас? Кто вы в его глазах? Как вы выглядите? Вы та женщина, которая контролирует ситуацию. Двойка жезлов – это контроль всегда. Та женщина, которую он чувствует постоянно, как будто бы вы за ним наблюдаете, преследуете и нарушаете его границы, между прочим. Но он видит вас человеком, которого он не может отпустить от себя. Но и впустить в свой мир до конца он пока не может. Поэтому вы где-то как будто бы застряли между двух миров. Вот так. Хорошо, а давайте тогда отсюда вопрос идет. Истинная причина его отстранения или его отдаления. Человек считает, что он прав. Есть такие люди, которые никогда не признают свою точку зрения своего оппонента, партнера, а навязывают свою. Вот это тот самый случай. Но он запутался. Он реально запутался. Он заблудился в своей правоте. И нужен, знаете, вот в такой ситуации всегда нужен какой-то триггер, да, или шоковая ситуация, где человек переключает свое внимание и осознает, что он запутался. Хорошо, давайте спросим, если вы сохраните паузу и потянете время, пойдет ли это вам на пользу? Потому что, как будто бы эта карта, она всегда об исцелении каком-то идет, да? Пойдет ли вам на пользу это все? Да, лично вам это пойдет на пользу. То есть лучше, если вы сейчас сделаете паузу. Хорошо. Тогда давайте спросим следующий вопрос. Зададим вопрос. Сколько желательно вам выдержать эту паузу? Как раз ваша карта и ваша инициатива. Давайте посмотрим.
Сколько вам эту паузу выдерживать? Ну, когда вы успокоитесь, то есть, я не знаю, когда вы успокоитесь по этой карте королева мечей. Здесь так, смотрите, если вы сейчас не можете засмеяться, улыбнуться, да, порадоваться чему-то, то есть, или волнуетесь сильно, вот когда вы придете в состояние спокойствия, ваше лицо будет улыбаться и так далее, да, вот королева мечей здесь именно вот, это не, она не дух испускает, да, это она учится смотреть на ситуацию с другой точки зрения, да, такая карта сложная на самом деле. Поэтому смотрите, сколько вам, все равно сколько, главное, чтобы вы могли спокойно и с улыбкой смотреть в лицо своему оппоненту, ну, своему партнеру, мужчине, да, и когда вы придете в это состояние и почувствуете, что вас это не вышатывает, да, ну, тогда можете по своей инициативе налаживать с этим человеком отношения. Какая мысль о вас сводит его с ума? Опять давайте еще короля проверим. Какая мысль? Еще третья мысль о вас, которая сводит его с ума. Что ж такое? Вот вопросы о счастье с вами сводят его с ума. Давайте спросим, это вот он сходит с ума действительно в плохом смысле слова или по-хорошему, да? Он контролирует это безумие хоть как-то или нет? А то все, что сводит его с ума, вроде бы как хорошим должно быть для вас. Ну, вопрос свадьбы его сводит с ума, вы же понимаете, десятка кубков. Еще раз, да? А ну давайте, какая вот все-таки по-хорошему сходит с ума или нет? Не, он как будто бы это его закрывает ему дверь. Ну, он сходит с ума по-темному, жрица. Давайте спросим тогда. Он не впускает вас в свой мир и сходит с ума по-темному. Не является ли, смотрите, как жрица выпала под мага, не является ли это магией? Да, редко так бывает, но бывает. Это ж пассианс, специальные расклады. И смотрите, вы как будто бы застряли между двух миров. Не получается ли так, что он либо блокирует себя сам, своей внутренней энергией, либо вы его блокируете, да, допустим. Почему вы застряли между двух миров? Может, какая-то женщина, например, мама его блокирует, понимаете, да? То есть вот давайте прямо напрямую, почему вы застряли между двух миров, по какой причине, если магия вот в таком смысле. Ну, учитывая то, что здесь сразу уже две карты, ну, вряд ли выпадет еще один маг, да. Ну, возможно, может, дьявол выпадет или, ну, умеренность тоже может говорить о магии. Ну, давайте посмотрим, что выпадет, а там будем смотреть и отталкиваться. Ну, я вам скажу, что выпал аналог мага на минималках. Ну, то есть первое лицо после мага. То есть если взять из всех королей и спросить, какой из них маг, то наиболее вероятный всегда будет король жезлов. Ну, тут дело в мужской магии. Тут прям Стоунхендж, смотрите, и магия идет вроде бы как по картинке, она идет с северо-запада, да, но Стоунхендж у нас на северо-западе, да, условно говоря. Ну, относительно того места, где я, например, нахожусь, но вообще король жезлов говорит о южной магии, да, то есть магия с юга. Ну, магия, скорее всего, здесь есть. Но смотрите, как минимум, здесь мужчина с очень сильной энергией, и он ей пользуется либо осознанно, либо нет. Но и может ли здесь влиять женщина? Ну, теоретически, да, энергия есть. Ну, давайте прямо напрямую спросим, влияет ли женщина на этого мужчину, помогает ли она ему? Ну, вот спросим именно вот про жрицу, да. Магичит ли женщина, да, тут здесь. Ну, или вот даже вот учитывая то, что здесь клинок и лабиринт сомнений, лабиринт разума, не путает ли женщина его мысли?
Ну, может. Паш жезлов все равно. И здесь женщина, видите, есть Паш, это энергия транзита всегда. Пажи, да, это транзитные карты, да. Возможно. Мы сегодня не делаем негатив, диагностики на негатив. Если вы хотите сделать диагностику, пишите либо в личку, либо сделаем общий расклад, да, ну, пишите в комментарии сперва, там будем смотреть. Хорошо. Давайте посмотрим. Есть ли у вас шансы возобновить отношения в ближайшее время? Да, такие шансы есть. Ну, здесь знаете как. Я бы сейчас сказал, что рак любит тишину и молчание, и это hold, сохранение, какая-то тишина, отдых. Да, вам нужно отдохнуть после паузы. Да, возможно. Да, возможно. Да, может быть, после поездки, после переезда, после какого-то путешествия, после командировки, вот в таком сенсе. Окей, хорошо. Какая мысль о нем сводит вас с ума? Давайте посмотрим. Ну, или выводит из равновесия как раз. Какая мысль о нем сводит вас с ума? Ну, тут такое, знаете, как будто бы эту женщину кто-то выталкивает, выгоняет, что ли. У меня такое ощущение, что вы сходите с ума, потому что боитесь, что он вас не примет назад. Хотя у вас самооценка здесь настолько большая, и мы вроде бы как договорились уже, что вы вроде бы как сами его вытолкнули. Но теперь у вас в голове такая мысль, блин, а что если мы не будем вместе? Поэтому это не вместе, и что он вас как будто бы, знаете, не подпустит к себе. Вот такое. Ого. Ну хорошо. Давайте тогда посмотрим, есть ли место свадьбе в ваших отношениях. Есть ли место свадьбе в ваших отношениях? Угу. Дьявол. Ну давайте я так скажу. Как цель, свадьба возможна. Но как бы с одной стороны хочется, чтобы свадьба была естественна, не как цель. И если эта цель у обоих, то это ок. А если это не у обоих, а только у вас, или, например, только у него, а у вас нет, ну тогда это никак не ок, согласитесь. Поэтому да, место есть, но не без преодоления темных сил. Давайте тогда спросим, учитывая то, что здесь дьявол – это иногда тоже сумасшествие или безумие, но мы уже 3 безумия посмотрели, что сводит его с ума. А вот мы сейчас посмотрим дьявола и жрицу. Есть ли темная магия на вас двоих? Именно на двоих, на паре. Есть ли темная магия на вас двоих? Опять-таки, это не диагностика, мы просто смотрим, в общем-то. Ну, она может быть, особенно если ее заказывала женщина, которая заинтересована в материальных ценностях, в деньгах, в семье, в детях и в бизнесе. Да, возможно. И источником этой магии, скорее всего, есть все-таки женщина, которая заинтересована в материальном и контроле над материальным миром. Эта женщина может быть даже бухгалтером, да, и может просто быть хозяйкой рода или главной родственницей в окружении этого человека. Хорошо. Давайте посмотрим, какое непосредственное влияние оказывает эта королева на вот этого вот короля. Непосредственное влияние. Да, она ему как мать прямо, да, она или его жена, или его мать, или она для него прямо, знаете, как очень серьезный авторитет, которому доверяют, он доверяет ей как ребенок, да, вот так. Скорее всего, она мать, да, его детей, или она его мать, вот такое вот идет. Хорошо, а что ей от него нужно? Что ей от него нужно?
Ей от него нужно, чтобы он был, знаете, вот как с крестной матерью, да, то есть чтобы с ним была духовная связь как минимум, эмоциональная связь, ну и чтобы он был ей близок, как ребенок. Ну и, может быть, ей, если это его жена, то он должен заботиться о детях, естественное дело. Сможет ли он преодолеть, как раз рака проверяем, сможет ли он преодолеть вот это вот диаду, вот эту мать-дитя, где он сын, да, а она мать, или диаду жена-муж, да, вот такую диаду. Да сможет, учитывая то, что у него какой-то тут характер прям такой жесткий, да, скорее да, чем нет, но император все-таки, да, то есть я бы сказал, что да. Ответ да. Хорошо. Чего он больше всего боится? Чего он боится? Теперь спросим его. Чего он больше всего боится? Ну, он боится, что он не достучится до вас, и боится, что если вы выстроите стену между ним и собой, то, ну, не знаю, хватит ли у него сил пробить ее. Это он не знает, да. Ну, я говорю, я не знаю, да. Хватит ли у него сил пробить ее. Поэтому он боится не достучаться до вас. Хорошо, какая самая темная мысль живет в его подсознании? Дьявола проверим. Да, такое, по-моему, он не может принять ребенка или боится ребенка. Или у него какая-то есть детская травма по поводу детей, по поводу ответственности, потому что тут дети, вот они дети, здесь король – это мужская карта, то есть он боится на себя брать ответственность. Как его родители, как его мать относятся к вам, именно к вам? Как его мать относится к вам? Давайте спросим. Не очень хорошо. Ну и к нему она тоже может, так знаете, может по этой карте и к нему не очень хорошо относиться. Здесь все-таки же мужчина болеет, да, как будто бы она там его самооценку занижает. Но хотя император, король мечей, маг, ну, я бы не сказал. Знаете, у меня такое ощущение, что здесь именно энергии мамы и жены, если есть мама или жена, вот очень сильно этого императора сковывают. Будут ли у вас дети? Давайте спросим. Будут ли у вас дети? Императрица все-таки. Ну, смотрите, прям детей я здесь не вижу, но девятка кубков, давайте так скажем, сейчас этот вопрос обсуждать нет смысла. Знаете, будет день, будет пища, да, вот такое почему-то мне рождается. Поэтому возможно, но не обязательно. Вот так. Хорошо. Он любит вас или нет, туз кубков? Он учится вас любить. И это идет все через высшие силы. Тут очень сильная духовная связь. Сможет ли он стать тем самым мужчиной, который, по судьбе, что ли, да, давайте вот так скажем, или по высшим силам, сможет ли он им стать? Шестерка пентаклей, в принципе, да. Не исключено. И знаете как? Шестерка пентаклей, она к весам больше идет, и она так 50 на 50. Но это же не 10%, это же не девятка мечей, условно говоря, и не десятка мечей, и не башня. Я скажу, что да, вероятность относительно высока, 50%, поэтому где-то вам нужно... желательно работать с этим направлением, если учитывать то, что мы сегодня услышали. Давайте посмотрим, любит или использует он вас, пятерка жезлов все-таки. Здесь нельзя сказать, что
только любит или только использует. И то здесь хаотичная карта. Какая мысль еще сводит его с ума? Проверяем вот эти вот карты. Какая мысль еще сводит его с ума? Это уже 4-я мысль, смотрите. Ну, смотрите, его больше интересует процесс управления. То есть ему желательно, чтобы в ваших отношениях ему подчинялись. Он хочет видеть подчинение. Он хочет видеть, чтобы вы там исполняли его желания. Какие они там, это вы уже сами разберетесь. Но он такой человек-командир, да, вот человек такой экспрессивный, да, вот инициативный. То есть огонь постоянно идет. И это подчинение, это власть. Поэтому если вы не будете подчиняться, он сойдет с ума, и ваши отношения окончательно заболеют. Да. Что может излечить ваши отношения? Ну, возможно, ваша нейтральная реакция. Пауза в отношениях может излечить. Ну, и, может быть, нужно просто меньше жрать перед телевизором, да, ну, как бы форма, да, то есть, ну, как бы форма отношений. То есть, по сути, как бы безразличное отношение к чему-то, что триггерит, да, ну, допустим, он хочет власти, чтобы вы подчинялись, а вы как будто не обращаете внимания. Ну, пусть себе бесится, со временем перебесится, да. Ну, может быть, здесь от пищи зависит гормональный фон и так далее. То есть еда и отношения, да, то есть отношение к этим отношениям. Или вы просто смотрите на это, или вы просто перестаете это кушать и употреблять, да, и в том числе эти отношения, как говорится. Хорошо, давайте посмотрим, а что может изменить непосредственно его? То есть 4 и 9 – это 13-й аркан, и как раз относительно его. Что его может изменить? Ну, у вас как будто бы 8 попыток и 8 различных воздействий. С ним должно произойти 8 различных событий, каждая из которых будет его изменять постепенно. И можете попробовать забирать у него инициативу постепенно. Не все ключи сразу забрать, а по одному ключу, ограничивая его возможности постепенно, не сразу. Ну, как знаете, как тактика 1000 порезов, да, или лягушку надо варить медленно, да, чтобы она не ощущала, да, что она в котле, чтобы не выпрыгнула. Ну, вот так. То есть, что его может изменить? Медленный, такой незаметный, коварный, в кавычках, подход, где вы постепенно перебираете на себя инициативу. Вы оба конкурируете за ключи, да, за возможности. Поэтому не брать на себя все возможности, а наоборот отдать ему все возможности, вот пусть и справляется. Хорошо. Можете ли вы быть повенчаны наверху высшими силами? Вот эту карту проверим. Или связаны высшими силами на небесах. Ну, здесь, смотрите, Луна, она обычно о темных силах. Поэтому я скажу, темными силами точно, да, а вот светлыми силами не знаю. Возможно, эта Луна сейчас влияет на вас, вот по этой жрице, да. Но я скажу так, скорее всего, сейчас на вас какая-то есть связь темная. Ну, есть и темная связь, есть и светлая связь. Если есть темная, то всегда найдется место светлой. Поэтому я скажу так, светлые силы высшие, светлые высшие силы вас могут повенчать и объединить, но сейчас вас точно объединяет что-то не очень светлое. Будете ли вы вместе? 6 жезлов. Все зависит больше всего от мужчины и от того, как его воспринимает окружающий мир и как он видит себя в окружающем мире в виде лидера. И все еще и в том, как вы относитесь к нему как к лидеру и как свое лидерство вы можете совмещать вместе с этим лидером. По сути, здесь немножко такой расклад про 2 лидеров в отношениях. И очень многое зависит не только от лидерства и подхода к лидерству,
Ну и о тактике, которую вы выберете, а также, возможно, о луні на ваших отношениях. Побачимось, почуємось. Все буде добре. Па-па.